Ну, наконец-то ко мне пришла вот эта модель от Lumentop. Это модель F02, и сюда производитель вставил вообще все, что можно вставить в фонарик. И так как я ищу универсальный наключный фонарик, и пока пользуюсь вот этой штукой, ссылочку на обзор закреплю. Очень интересно было рассмотреть данный фонарик. Хотя вот люментоповцы, мне кажется, фонарик продают только онлайн, потому что в офлайне, зайдя в магазин и взяв коробочку, вы вообще ни разу ничего не поймете. Кстати, я его случайно включил, теперь выключил. Кроме того, что у него есть вот такая вот зеленая RGB подсветка, больше ничего о нем по коробочке сказать нельзя. Хотя у него есть и 1000 люмен, и съемные элементы, и ультрафиолет, и лазер. В общем, давайте-ка раскроем и посмотрим. Кстати, коробочка пришла чуть-чуть помятая, хотя запаковано все было в 4 слоя пупырки. В общем, помяли еще в момент производства. Плоский шнур Type-C USB, темлячок. Памятка о том, что он прошел тест на качество. И вот такая вот инструкция. Из инструкции нам становится понятно, что у основного света минимальное значение 10 люмен, а максимальное 1000 люмен, в которых он светит 30 секунд. Неужели наконец-то начали писать правду, а не 1-2 минуты, как обычно, которые фонарики не светят? Есть лазер, есть ультрафиолет, есть RGB-шная подсветка, водозащита IPX8, можно смело под воду ронять, и все это дело 71 грамм весит. Но кто сейчас верит инструкциям? И, собственно, сам фонарик в красивом сером цвете. Из тех цветов, которые сейчас доступны, мне кажется, это лучший вариант. Заряжается фонарик от порта Type-C. Кому-то не нравятся открытые порты. Да, может набиться мусор, но учитывая, что он не боится воды, можно-то и промыть. А на другой стороне у нас имеется клавиша, которая, будем разбираться, но пока включает лазер. И по центру у нас многофункциональная клавиша, вокруг которой встроен RGB светодиод или светодиоды. На мой взгляд, выглядит все более чем интересно. Сверху у нас имеется вот такая вот защитная пленка. Светодиоды прикрыты то ли пластиком, то ли стеклом, пока не разобрался. Но нанесена какая-то пленка, то ли антиблик. В общем, я вытирал, но еще вот такие вот всякие штуки остались. Но, к счастью, на прозрачность это никак не влияет. Кстати, верхняя крышечка закреплена вот такими вот винтиками. То есть при желании можно разобрать. К сожалению, не указан тип светодиода. Написано только то, что это High Performance LED. И мы знаем то, что он светит 1000 люмен. Мы это, кстати, проверим. Слева у нас идет ультрафиолетовый светодиод. Весь этот набор светодиодов довольно-таки глубоко утоплен. Царапаться не должно. Ощущается как не очень легкий фонарик относительно своего размера, поэтому давайте замеряем. Ширина 29 мм, толщина 16 мм и длина 72 мм. Весит чуть больше, чем 71 грамм. Все сходится с описанием. На обратной стороне фонарика изображен логотип в виде зайца в свете фары. Надеюсь, этот зайчик убежит. И написано предупреждение о том, что лазер в глаз лучше не направлять. Скорее всего, здесь не минимальная яркость. Минимальная яркость, которая, в общем-то, безопасная, это класс 1, а все, что помощнее, это 3R, помощнее раз в 10. Тактильно мне фонарик нравится, хорошо сидит в руке, выглядит тоже, на мой взгляд, отлично. И на торце у нас есть вот такой вот винтик, под которым скрываются съемные аккумуляторы. Давайте посмотрим. Вот зачем нужны плоские отвертки. Кстати, здесь также есть магнит. Магнит средней силы, он держаться будет, но без фанатизма. Видимо, из-за того, что по центру у нас расположен винт и силы притяжения стало меньше. Открываем. Вот таким образом выглядит задняя крышка. По бокам у нас идет силиконовый уплотнитель, 2 золоченые позолоченные пружинки и 2 маленьких аккумулятора. Формат 1030 на 330 мА. Отличная новость для тех, кто переживает, что аккумулятор может испортиться и придется его менять. Вот так вот выглядит фонарик внутри. Как вы видите, по центру довольно много алюминия. Это увеличивает прочность фонарика. Помять невозможно. Посмотрите, какая толщина алюминия. Но при этом уменьшает емкость аккумулятора. Я думаю, если бы тут стоял несъемный, он был бы не 660 мА, а 1000. И тут стоит задуматься. Лучше 1000 несъемная или 660 съемная? Я бы, наверное, выбрал несъемный. Но маемо шо маемо, поэтому я погнал тестировать и вернусь буквально через 1, 2, 3, 4-5 продолжаем обзирать. Вопрос с темляком, наверное, сразу снят, пользуюсь я им или нет. Как видите, фонарик с темляком. Все потому, что доставать его из бокового кармана по-другому неудобно. А идеально он ложится только в боковой карман шорт, либо же джинс. Выглядит это вот таким образом, и доставать его без темляка мне неудобно. Но темляк, мне кажется, для карманного ношения не самый идеальный вариант. Нужно взять что-то вроде вот такой вот клипсы. Цепляете, и он спокойно висит в кармане и быстро достается, как вариант. И да, здесь нет режима одного люмена. И есть практически 1 люмен, вот здесь вот RGB светодиоде, но об этом чуть позже. А пока давайте посмотрим, как включается лазер. А он включается буквально с одного нажатия боковой клавиши.
И лазер здесь, я вам скажу, яркий. Это 3R, хотя не указывается его мощность, но это определенно не первый класс, потому что он очень ярко светит. К примеру, в подъезде его можно использовать как освещение. Светите на светлую стену, и отраженного света вполне себе хватает, чтобы видеть перед собой. И даже днем в освещенной комнате его отлично видно. А если посветить, к примеру, на фару, вот такая вот дискотека начинается. А вот такая вот яркость лазера мне нравится. Как вы видите, даже днем, даже когда сверху светит яркая лампа, он отлично видим. Я его реально использую как фонарик. К примеру, тут одного люмина нет, но если что-то нужно точечно подсветить, просто включайте лазер, рядом направляете, и в принципе объекты довольно хорошо видны. Небольшую ванную, к примеру, он освещает вообще без проблем. И что самое главное, всегда под рукой, один раз нажали и включается лазер. Вторая функция на этой клавише — это, конечно же, ультрафиолет. А вот таким образом он выглядит. И он практически не греет руку, а 2-ваттные греют. Значит, здесь около 1 ватта. Вот таким образом он выглядит в ванной. Следы жизнедеятельности нормально видны. Чуть-чуть не хватает мощности, но все основное, что вам нужно увидеть с помощью ультрафиолета, вы без проблем увидите. И если ваш кошак влез в мочу, то реклама вас не обманет, и он ночью будет светиться. Но будете ли вы рады этому или нет, тут уже я вам не подскажу. А вот насчет купюры, можно ли ее проверить, тут подскажу. На камеру не ярко все видно, а глазом все видно нормально. На ярком солнце, конечно же, вы купюру вряд ли проверите. А вот при комнатном освещении с этим проблем быть не должно. Все, что нужно, все светится. Длина волны правильная, но единственная мощность, конечно, не самая мощная. Итого, ультрафиолет не выдающийся, но стандартный хороший ультрафиолет. Магнит, как я и говорил, средней силы, он сам себя держит, но если объект будет двигаться, то не факт, что удержится фонарик. А вот подсветить какой-нибудь счетчик, закрепив его на металлическую часть, проблем не составит. И да, скажите, с каким освещением лучше? С вот таким, это обычный дневной свет, либо же вот такой свет специальной лампы. А чтобы нам такое еще рассмотреть? Я думаю, стоит рассмотреть основной светодиод. Итак, включаем. И на минималочке получаем 10 люмен. Режимы переключаются просто. Нажимаете и ждете включения следующего режима. Далее это у нас 55 люмен. И, кстати, на десяточке он светит около 20 часов, а на 55 люменах около 5. Далее у нас идет 220. В этом режиме он светит около 1 часа 20 минут. А далее у нас идет 450 люмен. И здесь он должен светить целые 1,5 минуты. А если надо совсем ярко, нажимайте 2 раза. И турборежим на 1000 люмен. И, как видите, фонарик начал сдавать позиции, засветился красным. Заодно мы проверили, работает ли индикация. Реально работает. Я это, кстати, первый раз вижу. Причем, как видите, в минимальном режиме, ну, я думаю, и в 55 люмен он светит зеленым светом. Типа все хорошо, но когда врубаете турбо, сами видели, сразу переходит в красный. И, кстати, по турборежиму. Я замерил и турборежим, и режим на 450 люмен. Давайте посмотрим. Итак, начнем с 450 люмен. Включаем и ждем. И он вообще не просаживается по яркости. Я вначале по ошибке подумал, что это турборежим, и на минуте я начал офигевать, потому что никакой фонарик таких результатов не выдавал. Потом я понял, что это не турборежим, а режим 450 люмен, но, как вы видите, он держит ровно 1,5 минуты и потом падает в предыдущее положение. Но 1,5 минуты он держит четко. А вот это, я понимаю, указали 90 секунд, он 90 секунд и светит. А как ведет себя турборежим? Включаем. И буквально через небольшой отрезок времени он теряет 10%, но это практически на глаз не видно. А дальше честно держится до 30 секунд, и на 30 секундах он срубается приблизительно до 200-220 люмен. Это была самая честная инструкция, потому что обычно нету такого четкого совпадения прям по секундам. А вот таким образом это выглядит на графике, и как видите, падение идет просто мгновенное. Обычно ступеньки, а здесь сразу бамс и упала яркость. Поэтому перед включением турбо подумайте, может лучше 450 люмен на 1,5 минуты, чем 1000 люмен на 30 секунд, и то там будет 900 через несколько секунд. Но в общем результат отличный. Соответствует инструкции. По световому пятну. Как вы видите, у нас есть более яркий круг в центре, и далее идет боковая засветка. Это фонарь не дальнобойный, поэтому такой принцип света, в общем-то, для улицы подходит более чем. А вот таким образом, к примеру, данный фонарик светит в лесу. Итак, включаем 10 люмен. Уже можно светить под ноги, и в принципе глазом видно метров на 10. Телефон этого не передает. Далее включаем 55 люмен. Этого вполне себе достаточно для прогулок, для выгула собаки. Достаточно яркость. Далее включаем 220 люмен. Это последний долгоживущий режим. В нем фонарик может светить 1 час 20 минут. Ну а потом включаем, естественно, 450 люмен. Это яркости уже с головой хватает. Ну если прям не хватает, включаем 1000. 1000 есть 1000 люмен хватает в принципе для любой ситуации. По цветовой температуре, как вы заметили, около 6000. И тут вы спросите, порт-то открытый для зарядки, как же он переносит воду? А я вам скажу, отлично переносит.
А вот таким образом можете на него лить воду и, в общем-то, ему ничего не будет. Хоть заливайте, хоть выливайте из порта, но при этом заряжать можно только тогда, когда порт высохнет. И, естественно, я его проверил в суровых условиях. Идет дождь, все мокрое. Как вы видите, вот таким образом я с небольшого обрывчика свечу в сторону реки и перебираю по очереди режимы. 10 люмен, далее 55 и 220 люмен уже все неплохо просматривается. А на 450 мы отлично видим соседний берег. По крайней мере, без телефона я его видел отлично. Ну а на 1000 люмен даже на телефоне мы его видим. И одна из фишек данного фонарика, конечно же, встроенная RGB подсветка. Кстати, ее отлично интегрировали. По центру идет алюминиевая полированная клавиша, по кругу вот такой алюминиевый полированный круг, и в центре под матовым пластиком, собственно, сами светодиоды. А для того, чтобы их включить, нужно зажать клавишу, и мы попадаем в режим, где мы можем менять цвет. Не совсем верно передает камера цвет. Сейчас попробую подсветку убрать. Легче не стало, но отраженный свет передает цвет верно. То есть вот такой реальный цвет данной подсветки. Для того, чтобы ее поменять, просто зажимаете, и цвета начинают по очереди меняться. Зеленый, голубой, красный, желтый. Если вам нужно, чтобы данные цвета мигали, нужно 2 раза нажать. А вот для того, чтобы попасть в дополнительные режимы, нужно нажать 3 раза. Раз, два, три. И мы попадаем в такую полицейскую мигалку, а далее мы можем переключать режимы. Режим плавной смены цветов. Менее плавный режим смены цветов, они меняются в момент, когда фонарик тухнет и просто меняют яркость. И вот такой режим мне нравится. Это такой себе вентилятор, который меняет цвета. Далее у нас вот такая бегущая радуга. И потом мы попадаем в просто цвета. Это красный цвет, если он неправильно вдруг на камеру передается. Далее у нас идет зеленый, синий и, наконец, белый. Если вам нужен белый менее 10 люмен, вам придется вот такую вот кучу операций провести, чтобы в него попасть. А далее опять полицейская мигалка. Единственное, что бы я поменял в данных режимах, то после того, как вы включили RGB светодиод, я бы все-таки включил не вот эту вот плавную смену цветов, которую хрен угадаешь, когда ты попадаешь на чистый цвет, а сделал бы выбор, вот как в конце вы видели, красный, синий, белый. Ну, на мой взгляд, было бы удобнее. Я бы сказал яркость от 3 до 8 люмен. К примеру, подъезд освещает данная подсветка, а вот таким образом цвета меняются по очереди, и, как видите, некоторые немножечко ярче. И если не пользовать максимальный режим, то вот таким образом он светит где-то в промежутке между травой и асфальтом. Как видите, на 10 люменах уже видно под ногами, и если включаем 55 люмен, вполне себе все вокруг видно и можно передвигаться. 220 люмен с запасом освещает метров на 20. Ну, а если вдруг и этого мало, конечно же, включаем 450 люмен, и этого вполне себе достаточно. Да, можно еще включить турборежим, но уж больно быстро он садится, поэтому остановимся на 450. Меня всегда улыбает размер этих аккумуляторов, уж больно они маленькие. А емкость у меня получилась вот такая. Заряжал я минимальным током 300 мА. Мне кажется, это самый подходящий вариант. F02, на мой взгляд, это городской EDC-шник. В нем есть все, что вам может пригодиться. В нем есть лазер, ультрафиолет, основной свет и даже веселая RGB подсветка. Но при этом емкость не очень большая, с другой стороны и размер также небольшой. До особо компактных ему еще немножечко далеко. Но он и поменьше вот таких вот малышей, которые на самом деле более толстые, и в карман вы просто так его не положите. По итогу отличный городской EDC с развлекательными функциями. А вот клипса для скрытого ношения, на мой взгляд, на этот фонарик была бы идеальным дополнением. Чуть не забыл, в нем еще есть парочка режимов. К примеру, всеми любимый, конечно же, стробоскоп. 3 нажатия и попадаете в стробоскоп. Не нажимаете, не попадаете. А если вам нужно заблокировать данный фонарик, хотя клавиши на нем довольно туго нажимаются, то просто нужно 4 раза нажать. Раз, два, три, 4. И мы попадаем в заблокированный режим, когда при нажатии клавиши фонарик светит, когда отпускаем, не светит. А боковая клавиша запускает лазер и точно так при отжатии выключает. Возможно, такой режим кому-то также может пригодиться. Мне данный малыш от Lumentok понравился. F02 хорошая моделька, если вам нужен универсальный городской EDC-шник, который можно и в карман положить, и использовать в принципе как основной свет. Единственное, обращайте внимание, конечно же, на емкость аккумуляторов, она не очень большая. Экземпляр интересный, брать можно. И если вы вдруг до сих пор не выключили, то можете посмотреть под музыку, как он светит в очень сложных для него условиях. И вполне себе хорошо с этим справляется.